После того, как украинские войска продвинулись в первые дни своего наступления на несколько километров на южном направлении, россияне активно стали прибегать к контратакам, несмотря на то, что к главной линии обороны украинцы еще не подошли. И казалось бы, зачем прибегать к контратакам и нести большие потери ради возвращения передовых позиций? Но логика в этих решениях российского командования присутствует. Во-первых, они понимают, что ЗСУ задействовали лишь малую долю имеющихся сил, и основной удар еще впереди, и таким образом можно попытаться вынудить противника задействовать резервы. Во-вторых, чем уже полоса сухопутного коридора в Крым, тем тяжелее ее будет удержать. И в этом плане важны даже несколько километров, ибо сейчас от линии фронта до основной дороги в Крым в среднем 80-90 километров, и это расстояние не позволяет обстреливать ее из «Хаймарс». Но незначительное продвижение и выход ЗСУ к основной линии обороны, которая примерно в 10 километров от линии фронта, исправит эту ситуацию. И тут у россиян с одной стороны будут хорошо укрепленные позиции, но с другой, какой от них может быть толк, если у защитников этих позиций не будет боеприпасов, так как снаряды GMLRS будут мешать их подвозить. Воздух. Россия продолжает наносить ракетные удары. Сегодня ночью россияне пытались атаковать военный аэродром Хмельницкой области с помощью крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95. Всего было выпущено 13 ракет, и все их удалось перехватить. А вчера россияне пытались поразить плотину в Кривом Роге, как заявляется, с помощью ракеты «Кинжал», но та упала в 1,5 километрах от плотины. Восток. Дабы оттянуть внимание с южного направления, россияне интенсифицировали действия на направлении Купянск-Лиман. Они стали активно обстреливать украинские позиции, а также проводить локальные атаки. Тем не менее, нигде продвинуться у них не вышло, и вряд ли такие действия вынудят украинское командование перебросить дополнительные войска на это направление. На правом берегу Северского Донца продвижение не зафиксировано. Бои продолжаются в районе Бахмута, в основном по флангам города. В районе Марьинки украинские войска провели локальную контратаку, оттеснив россиян на несколько сотен метров от Красногоровки. По некоторым данным сообщается, что таким образом удалось освободить часть территории, захваченной еще в 2014 году. Юг. Вчера по мосту в Чангаре на Крымском перешейке был нанесен ракетный удар, вероятно, с помощью ракеты Storm Shadow. Пролетная часть и опора моста получили повреждения. Но тем не менее мост не разрушился, а учитывая небольшую ширину водоема, мост в этом месте несложно продублировать понтонной переправой, создание которой уже зафиксировано со спутников. Последние несколько дней россияне пытались активно контратаковать в районе Великой Новоселки, где украинские войска в начале июня освободили несколько сел. И теперь держат под огневым контролем дорогу на Равнополь, а на некоторых участках, быть может, уже и перерезали. Все это может вынудить россиян отступить из Равнопольского выступа, иначе войска, размещенные там, могут оказаться в окружении. Спасибо за просмотр, буду рад поддержке видео и канала, лайками, комментариями и не забывайте подписываться.